Всем привет, меня зовут Эдуард Кичугин, и по-быстрому, по-простому расскажу, каким образом у меня работает скетчинг. Скетчинг или быстрое рисование, эскизирование, все что угодно, что можно принести, например, там, с помощью ручки, линера, пера, пера на бумагу и показать другому человеку. Что это такое и почему это, зачем это нужно? У меня это возникло из необходимости. Мне нужно было свои проектные идеи быстро показать тому человеку, с которым я работаю. Это ландшафт и архитектура, и может быть урбанистика, и может быть дизайн, да, все что угодно. Все эти моменты, которые приходят у меня из головы и которые я должен показать другому человеку. Альтернатива этому, например, там в моей профессии, это 3D-моделирование. Я много 3D-моделирую, я делаю фотореализм, я делаю стильную графику 3D-шную. Можно посмотреть у меня там роликов просто много. Вот. Но моментально, в моменте, не имея ничего под рукой, да пусть даже имея, пусть у меня рядом стоит компьютер, но большую грандо-идею я вот с помощью вот этой вот штуки, вот этой штуки, линер, который может рисовать тонко и очень толсто. Стильно, эстетично, в приближении к традициям архитектурной графики. Могу накидать в моем скетчбуке вообще без проблем, очень быстро. То есть у меня пришла мысль, я делаю 3-5 минут мой эскиз, зарисовку и делаю пояснение, и клиент видит то, что я имею ему сказать, да. И какой у меня набор, например, для того, чтобы эта вся история, она была практичной, чтобы она вырастала, приходила в мир. Вот, например, такой скетчбук. Это формат А4. Сравнить со мной. Он маленький, он черный, стильный. Я люблю черный, да. Он похож на книжку. Я открываю эту историю. И там вот эти все мои представления о различных проектах. Ландшафтных, архитектурных, в разных странах, для совершенно разного типа контекста и людей, и проектирования. Ну вот, например. Вот такая графика. Приближу. Вот это то, что можно нарисовать и показать свою проектную идею. Так. Сейчас еще покажу. Что тут есть. Тут много интересного. Вот, например, кто смотрит мой канал, наверняка видели уже не раз эти изображения. Вот такая графика. Как видите, все супер просто. И тем не менее, это выглядит очень эстетично. Вот. Например. Чем она делается? Практически у меня обычно с собой вот такой вот набор. Это, обычно у меня ручка получше, но вот сейчас, потому что я подарил свою хорошую Ламе, у меня самая дешевая перьевая ручка. Это не обычная ручка, это перьевая ручка. И линер. Такой линер тоже супер практичный. Pigma Graphics 3. А ручка, я, честно говоря, не знаю. Inks. Какой-то Inks. Вот, смотрите. В общем, вот. Инструменты могут быть любыми, потому что я использую перо. Вот, например. Но лучше не такое перо, а лучше советское перо звездочка. Вот оно. Соответственно, к нему идут какие-то чернила. Вот, например, у меня Winsor & Newton чернила. Очень редко использую карандаш. Почему? Вот это вот интересно. Потому что карандаш, он подразумевает историю исправлений. А смысл всей вот этой вот графики исправлять можно там в 3D, исправлять можно в эскизах, которые дорабатываются или еще что-то. Но я поставил для себя вот такую вот интересную мысль, как основу, что я рисую сразу же хорошо и без вариантов. Просто вот то, что я рисую, оно должно быть однозначно хорошо. Какую бы маленькую ерунду, или большую ерунду, или большую серьезную штуку, или маленькую серьезную штуку я бы не рисовал, она должна выглядеть эстетично. И, собственно, вот, там, любую страницу открываешь, вот,
любую страницу открываешь. Эту не надо открывать, там не очень прилично. В смысле, там всякие вещи любопытные. Ну, в общем, вот. Я подумал, есть ли такие школы, которые могут дать мне вот такой бэкграунд, чтобы я мог рисовать быстро, просто хорошо. И, честно говоря, я не очень нашел. Ну, я долго искал. Я подумал, на что мне опираться. И угадайте, на что я опирался. Опирался я на практику, на подходы. Я потому что много присутствую, работаю в Европе, особенно в Италии, в архитектурно-пейзажной студии Габриэля Филиппини и Ольги Москвиной. Я много находился в этом контексте, который итальянский, который европейский, который уровень нормы страны, которая создала всю архитектуру в мире. Вот все, что есть в мире, вот эта вот благородная классичная архитектура, ради которой туристы ездят, всякие Парижи, Барселоны, Санкт-Петербурги, вот эти вот центры, смотреть красоту. Не новую какую-то ерунду, не новую модернистскую какую-то ерунду. Не построили новые архитекторы таких точек притяжения, которые были бы равны классической архитектуре. Ну просто не построили. Построили какие-то гетто, построили парки развлечений, построили торговые центры, но не построили набор вот таких вот факторов, в которые человек, вот я, например, как турист, едет смотреть красивый город. Вот не построили. А построили те, кто делал классическую архитектуру. Ну, в общем, вот. Я думаю, наверное, те, кто это делали, что-то соображают. Что-то они понимают то, что не понимают, например, там, современные там, стили проектирования или понимания мира. Современные тоже круто. Вот нужно совмещать. И что я делаю? Я совмещаю то, что я могу взять из старинного контекста, и то, что я знаю из современного мира. Из современного мира я знаю дофига всего, и это дофига всего, оно как раз лежит на потребностях современного проектирования, которые делает студия в Пезаро, или которые там проекты приходят ко мне, европейские, там еще, и русские тоже. То есть, что получается? У меня потребность делать современную функцию, но я могу использовать огромное количество факторов из традиционной вещей, из традиционной архитектуры, из традиционного понимания пространства, эстетики и вот все вот эти вот штуки. И у меня в голове небольшой коллапс. Нужно совмещать вот это и вот это. Как я могу это сделать? Это происходило, например, можно проиллюстрировать на теме скетчинга. Я думаю, я пробовал разные стили. То есть смотрел передовые, конечно, в скетчинге. Мне кажется, там в современном скетчинге это китайцы. В общем, пока мы спим, есть такая шутка. Знай, что когда ты спишь, там 100 азиатов, они работают, они рисуют. Вот ты спишь, а они рисуют. То есть кто будет лучше? Скорее всего, они. Потому что трудолюбие невероятное. И я думаю, окей, мне нужно это трудолюбие. Какую эстетику я возьму? Эстетику я, конечно, возьму ту, которая актуальна для моей практики в студии в Пезаро. Это итальянская эстетика. И я думаю, она лучшая в мире. Нет ничего лучше и круче, чем итальянская эстетика, подход к архитектуре и дизайну, да ко всему. Вот, у меня настольная книга «Теория дель архитектура». Вот такой томчик. Там столько вещей всяких, я прям балдею. Ты-дын. Вот, врубиться вот в это бы. Так вот. И я брал вот этот контекст, я присутствовал в этом контексте, от меня требовали соответствие, неформулируемо требовали. Эдо, ты находишься в этом контексте, ты давай делай результат, адекватный уровню этого контекста. Я, что делать, как делать, куда бежать, я не понимаю. И вот, что произошло. Было очень много работы, невероятно много работы, огромное количество проектов. И было очень трудно, больно, сложно, тяжело и прекрасно, радостно, восторг,
потолок. Мой потолок упирался в небо постоянно. И вот это и привело к моему стилю скетчинга. То есть у меня было требование к самому себе, чтобы это все было превосходно, а времени не было. И огромное количество проектов было. Поэтому я требовал от себя очень хорошего уровня проектной графики, не художественной графики, проектной графики. Очень эстетичной, супер быстрой подачи представление моих проектов в моем скетчбуке, ну и там на графических листах. И все время подход. Ну, как я и делаю. И вот из вот этой истории выкристаллизовался мой тип графической подачи. То есть я могу нарисовать теперь стильно, круто, умно. Не потому, что я умный, а потому, что меня поместили в такую среду. Ну, как бы сам себя поместил, конечно. Я знал, типа, нет, не знал, на что шел. Ну, вот. То есть, побывав в такой среде, я, например, могу поделиться вот этим контекстом, к которому пришел. И этот контекст, например, в теме скетчинга. Вот, это моя школа скетчинга. И чем больше я углубляюсь вот в эту тему, тем больше я понимаю, почему именно вот так рисовали там старинные архитекторы. Многие вещи для меня недостижимы и непостижимы, потому что они слишком крутые были. А я не очень крутой, я очень скромный. Вот. Они супер крутые. Но, скорее всего, я вот постепенно, сколько лет я еще буду этим заниматься? Надеюсь, наверное, много. Вот. Наверное, я приду примерно к такому результату, как подавали проекты старинные архитекторы, как они осмысляли форму, как они делали эстетику, но, соответственно, конечно, в контексте современных требований. Потому что, ну, я нахожусь в реальном мире. Вот. И в реальном мире требования, ну, современные. Очень много вводных современных. Но, наверное, древние архитекторы тоже с этим встречались, но их не останавливало. Они как-то решали эти вопросы. Решали так, как мы не можем теперь. И что для меня является постоянным драйвером, подпитывающим мое движение вперед? Ну, вот я уже показал. Вот, например, вот такие книги. «Теория дель архитектура». Или работы наших архитекторов, которые получили, например, итальянскую школу. Или изучение, вот на что я трачу время тоже, ну, я хожу по библиотекам и смотрю, ищу старинные альбомы. И подхожу к этому не как в форме, которую осмыслил там древний проектировщик, а это как будто бы делает буст для моего мозга. Я все время ношу в голове там истории своих проектов. То есть они у меня постоянно в голове. Не истории, а вот, допустим, текущий проект. И когда я иду, например, по улице, это очень странная штука, и вижу там подоконник какой-нибудь интересной формы, ну, там в интерьере, или там что-нибудь, что необычно сделал там архитектор с фронтоном, или какой-то вариант решетки на саду, или вообще все что угодно. И это непрямым способом бьется с моим мозгом, давая такой буст. Я понимаю, как можно сделать это в моей проектной задаче. И вот это вот такое бум-бум-бум, такие как вспышки. И что делать с этим? Понимаете? По-другому-то невозможно. У меня с собой вот эта вот ерунда. И я могу за 1, 2, 3, 5 минут вот эту вот идею, которая мне только что пришла в голову, вот только что она пришла в голову, и ее фрагмент, положить вот сюда. В общем, вот, примерно такая ситуация. Ну, я надеюсь, вы взяли для себя, например, понимание мира, насколько вот такой вот подход, он, ну, гораздо более практичен, чем какие-то другие, может быть, там, современные варианты.
Ну, это тоже современный вариант. Современный. То есть он супер практичный. Я его использую и в России, там, и за границей. Какая разница? В самолете, в поезде, в такси я еду. Где угодно я пришел, упал на пляж, или я сижу в кофейнике, там, или прямо на встрече с клиентом. Какая разница? Вообще никакой. У этого никогда не кончится зарядка. Вот это всегда со мной. Можно заменить на любую другую ручку. Какая разница? Какая разница? Это просто вот такой вот подход. Ну, меня спрашивают, там, почему ты не используешь iPad? Потому что просто я не вижу смысла, не вижу реальной оптимизации. Если бы iPad дал мне оптимизацию такую вот, которая в моей рабочей схеме реально хорошо бы сработала, я бы стопудово его использовал. Как бы, почему нет? Ну, я же использую там 3D-визуализацию и самые современные технологические подходы. Ну, то есть я когда делаю проекты, например, там, вот, VR-очки, тын-тын. Вот я в таких очках клиенту подаю. Где мой телефон? Еще один, не знаю, где-то. Ну, сюда телефон, он смотрит вот так на мир, говорит, тын-тын-тын. Ну, там VR-модель. Ну, как бы я в материале. Это почти каждый проект, который я делаю, он представляется таким образом. Ну и плюс видео по проекту. И самое простое, что можно сделать, это просто картинки, рендеры. Ну, это просто самое примитива. Просто самое примитива, что можно сделать. Вот. Ну, то есть я в материале по уши, просто прям по уши вот в этом. Это все скетчбуком моим не ограничивается. Почему я рассказываю все время про скетчбук? Потому что вот в этом база, вот в этом основа. Хоть упаритесь вы, там, изучая компьютерные программы, это все путь в исполнители, не в монстры. Мне нужны монстры. Надеюсь, что вам тоже. В общем, вот. Меня зовут Эдуард Кичигин. Чтобы такой графике научиться, ссылка внизу в описании к видео и в шапке профиля. Подписывайтесь и гоу, монстры. Всем чао-чао, хорошего дня, пока. И вот что мне для этого нужно? Вот это мне нужно, например, или вот это мне нужно. И там делаю вот такую штуку, пишу саму идею, пишу пояснение, тын-тын-тын, все у меня, все понятно. И теперь там, когда я приду к своей проектной истории, там сяду за комп и начну там по-другому осмыслять мою проектную тему, у меня во многом проект уже понятен. И детали его понятны. И огромное количество материала, необходимого мне для того, чтобы сделать хороший проект, оно со мной. Я не рожаю это постоянно. Ну, в смысле, у меня происходит ресерч и анализ постоянно, не останавливаясь.